Всем привет! Буду делать прививку и говорить о нюансах, соблюдая которые прививка просто не может не получиться, даже у новичка. Если хотите о них узнать, то не переключайтесь. Итак, когда мы можем начинать делать прививки и когда самое наиболее благоприятное время? Мы сейчас говорим о весенне-летних прививках. А так прививки можно делать и осенью, и даже зимой, но это уже другая история. Начинать прививки уже можно, когда в подвое только появляется сокодвижение. И чем оно больше, тем процент удачных прививок выше. В моем регионе сокодвижение начинается это март, апрель, вот так дальше идет по нарастающей. И самое благоприятное время для прививки это май, июнь. Вот тогда прививается все очень хорошо. Можно и в августе удачно привить, но тогда есть риск, что побег, вышедший из вашего черенка, не успеет вызреть до наступления холодов. Если у вас в сентябре ночные температуры не ниже плюс 15, то можно и в августе. Да, мы сейчас говорим о прививке черенком. Теперь о нашем подвое, о нашей прививке. Подвой наш яблоня. Это дерево, которое уже плодоносило несколько лет. Плоды не понравились и решили перепривить. Это я нахожусь у знакомых. Спиливаю заранее. Можно даже за неделю вперед. Это будет только лучше. А непосредственно перед самой прививкой уже сделаю чистовой рез как надо. За это время корни и дальше продолжают нагнетать сок, и он скапливается в этом пеньке. И создается, я называю его, давление сока. Избыточное давление сока. И когда мы оденем сюда черенки, то их почки просто должны выстрелить, если не взорваться. Ну да, раз в год же и палка стреляет. А тут у нас на каждом черенке как минимум по 3 почки. Так что не переключайтесь. Самым проблемным в весенне-летних прививках это почему-то считается найти черенки с подходящими почками. Ну, вот эти черенки привез с собой. Вон, в той стороне сада есть яблони. И давайте на реальных деревьях посмотрим, как можно выбрать черенки с почками. Это не специально подобранные деревья. Обычный огород. Они не садоводы. Обычные деревья. Вот это старая яблоня, а вон те молодые. А вот эта слива, кстати, она была где-то в видео. Срезал с нее черенки. Сейчас кусочек вставлю. Еще попалась вот эта яблоня. Сейчас срежем веточки вот от этой сливы. И неплохая яблоня у них. Надо занести ее в реестр. И начнем со старой яблони. Первым делом ищем эти почки на прошлогодних приростах, на волчках. Вот эти почки уже распустились, это уже не годятся. А вот эти очень даже хорошие. Вот эти нет. Вот эта почка подойдет. Вот это кодные. Вот эти уже нет. О, здесь сирень. Приятный запах здесь. Опять смотрим прошлогодние приросты. И желательно внутри кроны. Вот если. Вот веточка. Вот. Вообще идеальная почка. Если ее вот отсюда посадить, то пожалуйста. Вот до сих пор. Вот этот черенок тоже годится. Чтобы сделать так, чтобы эти почки набухли, мы этот черенок можем вот так отрезать, срезать его. И они через несколько дней набухнут.
Вот такой волчок. Вообще отлично. Даже вот эта почка подойдет. Все. Вот эта часть годится для прививки. На каждом дереве можно найти что-то. А это дерево, оно на прошлогодних приростах уже цветет. Вот, пожалуйста. Вот это можно привить. Вот черенок. Вот черенок. Ну, их достаточно. При желании можно найти на каждом дереве. Так, а вот на этом дереве их еще больше. Так, по-простому, чем дерево более запущено, имеется в виду не обрезалось, тем таких почек будет больше. Они есть не только внизу, но и вот на верхних ветках. Вот, пожалуйста. Почему я их называю резервными почками? Допустим, по каким-то причинам дерево потеряло часть кроны, вот ветку потеряло. Ну или мы его просто обрезали сильно. То сок, который предназначался для этой части кроны, который условно нету, он будет распределяться на оставшуюся часть. И здесь будет возрастать давление сока. Как мы знаем, что сок сперва наполняет самую верхнюю почку. Вот видите, вот здесь развитие больше, а вот на этой почке меньше. Здесь еще меньше. Если давление сока будет возрастать, то будут открываться вот это вот так по порядку. Когда все почки откроются, а давление сока все равно будет в избытке, то тогда с толстых веток выдавит волчки. Вот такие волчки, на которых опять же будут вот такие резервные почки. Это будет происходить до такого баланса, пока не произойдет баланс между корнями и кроной. Вот как раз волчок, который выдавило из толстой ветки. Вот. Все в подходящих почках. Только на макушке листья. И цветочек. А что делать, если дерево старое и на нем уже не бывает прироста? Тогда надо ветку обрезать очень жестко, чтобы отсюда выдавило волчки. Ну, можно попробовать так. Ладно. Теперь к нашей прививке. Вот в идеале почка, которая набухла и вот-вот раскрывается. Вот хорошая. Вот это как бы уже слишком раскрылась. Вот это тоже пойдет. Это тоже хорошее. А вот этот черенок, его я где-то неделю назад обрезал на дереве. И вот за это время вот почки все раскрылись. Вот самый хороший черенок.
Вот хорошая почка. Вот рядом тоже. Это уже нет. Вот это большую ветку посмотрим. Хорошая почка. Это уже нет. Можно. Вот эту тоже можно попробовать. Вот хорошая. Ну, вроде понятно уже, да? А то вечереет, еще и не успею. А вы возьмете раз и переключитесь. Вот это тоже хороший черенок. Вот хорошая почка. Вот просто идеальная. И это пойдет. Вот с него сделаем 2 черенка. 3 не получится. Ну, посмотрим. Сейчас я его обрежу примерно вот так. На какой высоте вставлять подвой? Ну, для такого диаметра. Зависит, есть ли в саду, допустим, животные. Ну, в моем случае, например, собаки. Поэтому стараюсь пенек делать выше. Чем это лучше, если, допустим, прививка не принялась, мы его можем спилить и опять поставить, посадить ниже. Если мы отрежем прям под корень, то уже перепривить не получится. Ну, сейчас ничего не мешает, думаю, вот так давайте срежем его. Стараемся садить их не вот сюда, вот скажем, как бы впадина. Если так посмотреть, то а вот на выступы. Чтобы расстояние между ними было где-то примерно 5 сантиметров. Вот самый перспективный черенок. Вот это считай. Смотри, вот так мы его срежем. Раз. Два. Вот эту часть всю убираем. Мы ее возьмем вот отсюда. Здесь тоже вот нормальные. Вот это не совсем. Этот черенок пока отложим в сторону. Вот самая перспективная почка. Вот это нет. Вот отсюда вас можем заточить. Вот эта почка уже нет. Вот это хорошее и это хорошее. Мы можем вот здесь заточить. И будут 2 почки. Давайте попробуем их. Вот это тоже почка пойдет. И вот отсюда вас можем заточить. Вот эти 2 почки можем вставить. Плюс еще вот ветка осталась целая. Видно ее? Вот какая она. Здесь мы тоже выбрали. Вот эту почку уже нет. Вот это хорошая.
Вот хорошие. Это нет. Это хорошие. Это хорошие. Все. Пока будем работать вот с этим. Но всегда пусть лучше будет запас. Можно держать черенок вот так и строгать. Если веточка такая большая, то держать ее проще в руке. Берем наш черенок и попробуем делать рез. Левый. Так, важный момент. Снимаем вот здесь кору. Стараемся снять вот легонько, чтобы камби остался. Вот здесь снимаем, а посередине оставляем. Я сейчас смотрю через монитор, через экран. То есть. Вот так меня видно. Давайте я что-то верну. Опять вот здесь снимаем. Легонько. Вот здесь легонько. Чтобы вот зелененькое оставалось. Вот здесь как бы впадина, поставим вот сюда. Рядышком. Давайте приблизим. Если черенок маленький, то можно его держать вот так, упереть руку в себя. И делать вот так рез. И вести ножик не прямо вот так, по касательной, так сказать.
И опять стараемся вот так легонечко его снять. Жалко, хорошая почка была. Вот в этом месте, если заметно, я слишком много снял. Это надо показать. Вот видите, зелененькое. А вот здесь я и зелененькое снял. Вот есть разница, да? Видно ее же? Паруданси. Вот так вот. Ну, можем даже еще сюда два деть. Вот эта почка нам не нужна. Вот это нужна. Значит, вот с этой стороны сделаем рез. Ножка наша будет находиться вот так. А эта почка, чтобы была первая рабочая. Чем больше ножка, тем больше будет прилегание к древесной части. То есть через ножку будет происходить питание. Верхний ток. Так, видно.
Чем сокодвижение выше, тем кра легче отходит. Меня видно. Вот здесь такой. Ага. Вот это кору здесь срежем. Вот так вот. Так, теперь вот у самого основания залепим пластилин.
Пластилин желательно использовать скульптурный и белого цвета. Этот, видите, вот как руки пачкает. На солнце белый цвет не такой текучий. Он не так нагревается на солнце. Вот здесь почечка, вот жалко ее просто. Как поступим? Давайте вот так и оставим. Вот так вот. Хотя и без этой почки здесь раз, два, три. Ну ладно, под вашу ответственность. Еще раз вот так пройдемся. Не стесняемся. Везде должно быть все герметично. Чтобы влага отсюда не уходила. Все. Всем пока. Ну, надеюсь, вы скоро увидите его. Так выглядит наша прививка на второй день. Сегодня 2 мая. Это та наша почечка, которую мы спасали. Сделал вот такую тень от полуденного солнца. И еще на всякий случай. Видео можно было бы выложить через 2 недели, когда здесь будет уже результат. Но за это время сокодвижение усиливается, и состояние почек на дереве уже будет не такое, как показано в видео. И выбирать их надо будет уже иначе. А вдруг кто-то сейчас на майские праздники собирается делать прививку, и это видео кажется ему полезным. О! Наш шпион. Угу. Все, иди домой. На этом все. Всем здоровья и до встречи на грядках.